Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Напоминаю то, что я еще в этом проекте новичок, да, и я принимаю абсолютно любые советы, и надеюсь, они будут дельными, а не с хейтом. И вот уже под предыдущим роликом появилось несколько комментариев с вопросами и, соответственно, с тем, что рады люди, что я перешел наконец-то на ТФТ и начинаю снимать контент по ТФТ. Это на самом деле очень приятно читать. А по поводу вопроса, меня спросили там по поводу аугментации, но это мы чуть-чуть попозже обсудим. Сначала я хочу вам сказать следующее. Это присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали, а также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну а кто может стать спонсором, милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. В общем, ранг у меня, если что, платина 3. Не знаю, насколько это высокий ранг, невысокий ранг. Я считаю, это что такой себе средненький ранг, еще, ну, лоу ранг, можно это так сказать, если правильнее выразиться. Вот. Сегодня я хочу вам показать следующее. Я хочу вам показать сборку, довольно-таки сложную в исполнении, но реальную. Называется эта сборка Легоборд. А еще мне тут две Зои выпало. Если мне сейчас еще и Леона выпадет, и выпадет с шансом прока на Леону, это будет имбово. Сейчас поймете, о чем я говорю. О, да. Короче, в чем суть? Я сейчас поставил себе синергию арбитров. И синергия арбитров делает следующее. Это то, что когда каждый герой из них нанесет 3 удара, то, соответственно, с шансом 5% в конце боя у меня появится фигура Леоны. И, соответственно, таким образом я могу ее собрать в 3 звезды, а то и в 4 звезды, если прям вообще хорошо все будет замечательно идти. Но 4 звезды это, по сути, уже излишне, но, типа, если идет, то почему бы и нет, да? Да. Вот. Потом, так, что у нас тут по аугментациям? Вот это вот аугментация, ребятки, называется. Вот это вот называется аугментации. Это, скажем так, промежуточное усиление, всякие бафы и плюшки. Ну, шо. Ну, надо Вечный Союз брать, как по мне. Ну, да. Тут лучше, по сути, ничего и нет, поэтому беру Вечный Союз. Вот. Так, продаю сразу лишнее, чтобы выйти в хорошую экономику. Пастухов оставляю, сейчас объясню почему. Ну, хочется на самом деле продать разрушители времени. А ну-ка сейчас... Ай-яй-яй, не повезло, чуть-чуть не повезло. Я так рассчитывал о том, что я сейчас переделаю, и там будет клинок Гинсу, потому что клинок Гинсу в будущем пригодится к моему билду. Так, продал, слушайте, Милио продал, чтобы выйти в 10 монет, чтобы выйти в экономику. Надо держать хорошую экономику, вот. Чел тут будет Чугата собирать в 3 звезды, судя по всему. Угу. Да. Ну, ладно, посмотрим там, как они что будут делать дальше. Короче, аугментация — это промежуточное усиление, всякие бафы, плюшки. Это вот то, что я выбирал только что и думал, что мне выбрать. Это называется аугментация. Вот такой вот у меня вопрос был под предыдущим роликом. Вот это вот аугментация. Вот. И еще хочу, ребят, напомнить то, что у меня сейчас проблемы с интернетом. Я снимаю с мобильного интернета. Когда выложить этот контент, я смогу, не знаю. Но теперь детальнее по поводу сборки. Насчет арбитров вы поняли, насчет Леона, я думаю, вы поняли. Ну, как бы не глупенькие люди, правильно? Правильно. Плюс я объяснил, как это работает. Сейчас, когда поставлю 3 арбитра, у меня, соответственно, будет выше шанс. Я вот сейчас, кстати, решил поставить чуть-чуть больше. Хотя, может, лучше авангардов поставить, чтобы у меня была стенка поплотнее. Или это хрень собачья будет. Ладно, я вот так вот сделаю, просто выйду в 20 монет. Тима оставлю. Я в целом бы хотел пастухов оставить, потому что пастухи это будет, грубо говоря, мое промежуточное усиление, которое меня, в принципе, неплохо бафнет своим суммоном. Он будет и танкировать, и, соответственно, увеличивать силу умений. Ну и, соответственно, урончик будет у меня побольше со способностей. Вот. Не помню, сколько там арбитры будут давать мне за 3 удара шанс выпадения Леона. Но на самом деле, типа, если рано падает вот такой вот бафчик, это чуть ли не самый сильный бафчик. Ну, не самый сильный, конечно, а, скажем так, промежуточно сильный бафчик. Я это так назову. Потому что, по сути, вы просто получаете жесткого раннего танка, который, ну, ни хрена себе вам спасет игру в основном. Ну, не то, что спасет, а вам протянет игру, потому что у вас будет ранний 3-звездочный танк, который будет впитывать дохренища урона. В этой игре самое главное
как я уже понял, это иметь отменную стенку. Но за керри мы, соответственно, тоже не забываем. Но отменную стенку иметь, это чуть ли не залог успеха. Есть там, конечно, свои нюансы, типа то, сё, пятое, десятое, что где-то там лучше так сделать, где-то там лучше так сделать. Ну, короче, суть, я думаю, вы уловили. То, что стенка здесь, это чуть ли не залог успеха. Там, кстати, тип эмблема пастухов получил, и, скорее всего, он будет собирать себе синергию пастухов. Тоже хочется эмблему пастухов получить, звериный отряд хочется получить. Кстати, по предыдущим роликам мне написали, типа, Сань, попробуй такую же сборку на роботах, только через звериный отряд, чтобы там ты около 500 очков получил и получил предмет аннигилятор. Или что-то, или, ну, что-то, короче, такое. И закинуть в этого дракончика. И говорят, что Аурелион Сол под этим предметом просто разрывная пушка-машина. Насколько это сильная правда, я, если честно, не знаю. Еще мне, кстати, нравится в TFT то, что игры здесь максимально быстрые. Они вообще не долгие, они тебе вообще даже подышать не дают. Мне еще и Диана выпала. Вот ты только, знаешь, ты думаешь такой, ну прошло там, ну минут 20, наверное, в игре, да, а ты смотришь, а там не минут 20, там минут 10 прошло, уже такой темп игры жесткий, что ты просто, ну у тебя шарики за ролики уходят. Тут этап выбор бога. Предлагают два бога, и, соответственно, каждый бог из них дает всякие плюшки. В некоторых ситуациях вот этот кровавый бог, который справа находится, он выгодный. Допустим, если там он предлагает за 1 хп вам фигуру легендарную, в принципе, это выгодно. Это выгодно. Кстати, ячейка вообще шикарная, на самом деле. Сейчас я подумаю, куда ее поставить. Я, наверное, посередине поставлю и вот так вот жахну. Все. Она повышает мне сейчас максимальный размер хп, и каждый раунд, соответственно, мне плюс хпшка будет добавляться на этого танка. 8% шанс. Был 5, стал 8% шанс за 3 удара. А вот я, наверное, сейчас ошибку сделал. Ой-ой-ой. Если мне сейчас вдруг Зои придет, то, скорее всего, вот этот вот лук, вот этот вот лук, поднятие уровня в одиночку. Кстати, вот тоже такая агментация, прикольно, поднятие уровня в одиночку. Если у вас хороший керри стартовый, да, либо предметы там подходящие и тому подобное, то с помощью этого керри вы можете поднять дохренища количество уровня. И тут чел меня вынес. То есть за каждую убитую фигуру он получает плюс 1 опыт. Вот такая вот аугментация прикольная. Но надо, чтобы был хороший, сильный керри. Тут у него неплохой чугат, который меня просто сожрал. Хорош. И я не хочу рисковать. Я вытащу магнитным отделителем этот лук, чтобы он просто не собрался в красное усиление. Типа, красное усиление это, конечно, прикольно, но ну его в баню. Ну его в баню. Он мне не подходит просто под мою сборку. В целом это неплохой предмет. Это даже очень хороший предмет. Он режет от хил. Это самое главное. Он режет от хила, носит процентный чистый урон. Вот, кстати, почитайте там. Ролик на паузу поставите и потом почитаете. Вот. По поводу своей сборки. Я хочу вам показать сборку лего-борда. Лего-борд это там, где в основном у вас будут все керри легендарные. Ну, тут, я думаю, из названия лего-борд, в принципе, будет понятно. Есть разные вариации, как вы можете собирать этот лего-борд. Разные вариации. Я вот знаю один прикольный через Векса, но я там еще пробовал через Несокрушимых собираться. Ну, короче, у меня там были еще свои варианты. И вот мне нравится через Векса, через Грейза я там покажу свой вариант, как бы. Ну, О, 2 леоны засыпало, вообще четко. Насыпало, точнее. Вот. Вот. Так, авангард идет хорошо. Я еще через несколько... Вот сейчас, если Леона мне придет, я поставлю себе пастухов немножко и, соответственно, чуть-чуть авангарда. То есть у меня будет чуть-чуть стенка и, соответственно, будет суммон, который будет меня усиливать. В чем смысл этого суммона? Этот суммон, когда будет использовать свою способность, каждый раз всем союзникам будет повышать на 15% силу умений за каждый каст этой способности до конца раунда. И это на самом деле жесткий баф, сильный, но единственный минус то, что суммон, если он не... Если синергия не 2 уровня, то суммон довольно-таки слабенький. Он будет зависеть чисто от ваших героев. Там хпшка повышается от этих героев и тому подобное. Вот. Мне этих луков насыпало просто невменяемо так. Давай так. Ой, дурак. Ну ладно. Я ошибку сделал. Не надо было мне собирать этот предмет. Не надо было.
Ну ладно, уже собрал-то собрал. В принципе, минус от хил реально лишним не будет. Причем в лете все танки, они будут жирными и будут хилиться. А, соответственно, этот предмет мне поможет. Он поможет им просто порезать жестко от хил. Что, в принципе, для меня это лайк. Вот типочек, допустим, сейчас у него есть облачение духа, все дела. Но из-за того, что у меня есть вот такой вот магичный предмет, будет резать от хил. Что, в принципе, приятно. Вот. 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 Вот, легоборд. Играть я буду через Векса. Собирать его буду через магический урон. Обязательно ему нужен клинок Гинсу. Посох бездны обязателен. Либо же, если посох бездны нет, то надо будет ионская искра в танка обязательно, чтобы в радиусе всем понизить магическое сопротивление. Чем, соответственно, когда вы понизите магическое сопротивление, соответственно, у вас будет выше урон с руки. Вот, ионская искра, кстати. Кстати, ионская искра. Сюда. Еще и Леонов 3 звезды. Здорово. Так, что мы делаем? Это мы делаем. Зою мы покупаем. Зою нам... Ну, Зоя на самом деле уже не нужна. Проводники. Не, ну можно, в принципе, пока что ставить, как бы. Да не, я, наверное, Леону в этой игре не соберу 4 звезды. И вот так вот сделаю. Все. Четко, четко. Сейчас у меня этот суммон слабенький. Вот. Дает себе щит и союзникам 15 сил умения до конца боя. И, соответственно, несколько раз юзнет, у вас будет плюс энное количество сил умений. В принципе, это просто приятный бафчик. Стенка у меня будет из авангардов. Потому что у меня там будет билд немножко проводников и тому подобное. Но самое главное, это будет у меня Векс Кири, который просто будет наваливать. О нем мы поговорим, соответственно, когда он придет. И я надеюсь, что он придет. И я надеюсь, что эта игра вообще будет лайтовая для меня. Вот на самом деле, сейчас у меня все хорошо. Мне выпала ионская искра, которая нормально работает. Всем магическое сопротивление понижает. Еще и урончик наносит. Ну, это просто классный баф. Леона еще вроде неплохо идет. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы там Леблан сейчас пришла, но... Мне давным-давно Леблан нормально не приходит по какой-то причине неизведанной. Ну, ладно. И, ребят, если по игре у кого-то будут какие-то вопросы, то спрашивайте. Но предупреждаю еще раз, то что я не... Ого, видите? Суммон 2 уровня. Из-за того, что у него есть эмблема, он сделал себе вот такого вот животного, которое просто сейчас будет нормально впитывать урон и, соответственно, давать бафчик. Приятный бафчик. Так вот, будут вопросы по игре, спрашивайте, не стесняйтесь. Я нахожусь, если что, на сервере Западной Европы. Все, если кто хочет там со мной поиграть в будущем и так далее и тому подобное, то вам нужно будет регистрироваться на Западную Европу. И это важно, потому что тут идет раздел по регионам. Игра кроссплатформенная, как на телефон, так и на комп. Вот. И очень интересно на самом деле. Так что, ну, я сразу говорю, я еще не опытный, и мне нужны как бы советы от опытных игроков. Я их буду принимать, буду обучаться, буду учиться. Я так понимаю, до конца сезона тут немного осталось, 2 недельки, наверное. И там полностью все поменяется. Ну, на самом деле, это прикольно, то, что все поменяется. По хпшке у меня сейчас все норм. Сейчас самое главное, это мне сидеть в экономике. Если к 8 уровню у меня будет более-менее хорошо по хпшке, то в принципе... О, ячейка охренительная, но есть один минус. Есть один огромный печальный минус. Знаете какой? А простой. У меня собрано красное усиление. А вот эта вот ячейка, она дает поджог. То есть, в принципе, то же самое, что и делает красное усиление. Ну и магический урон она дает. Да, беда. Ну, ладно. Ладно. Пришло, так пришло. Что теперь сделать? Может быть, там мне перековка выпадет, и я перекую этот предмет. Может быть. По крайней мере, я хочу в это верить. Но посмотрим, как оно будет дальше. Вот. Что еще такого я хочу сказать? По предметам, какие мне нужны на Векса. Клинок Гинсу. Посох бездны мне не нужен в этой игре, потому что у меня есть ионская искра, поэтому мне нужна шляпа Рабадона и перчатка на крит магический. Магическая перчатка, которая дает крит и силу умений. Вот такие вот мне предметы нужны. Все, в принципе. Больше мне как бы ничего не надо. Вот я очень... А, он еще и Леблан нашел, прикиньте. Так ты найди еще Сону раннюю. А что так слабо? Я не понимаю, что так слабо.
Что так слабо он нашел? Ну вот, смотрите просто, сколько Леона впитывает. Ранняя трехзвездочная фигура за одну монетку. Просто сколько она впитала. И чисто благодаря ей я сейчас затащил этот раунд. Чисто благодаря ей. Жестко? Не то слово. Робот, кстати. Хороший танчик. Хороший танчик. Нужен ли он мне? Ну, на первое время, как танк, пойдет. Ой, ладно, вот так сделаю. Вот так сделаю. Совершаю, если что, ошибки. Типа, это норма, я считаю. Пока я обучаюсь, все такое. Плюс я человек, который может о чем-то задуматься, думать там и неправильное действие сделать. Но это нормально. И вот есть тут аугментация. Я еще, кстати, не договорил. То, что тут куча аугментаций. Там полный список. Я сделаю обязательно ролик «Исповедь новичка», и я об этом всем расскажу. Но тут аугментаций так дохренище, что обо всех их не поговоришь. Единственное, что я скажу, что есть экономические, защитные и нападающие аугментации. По сути, я бы рекомендовал чуть ли не всем брать именно нападающие аугментации. Но есть аугментации, которые прям топовые, я их вот обожаю. Допустим, это предметы Пандоры, которые ваши предметы просто каждый раунд переделывать в рандомные другие. И вот предметы Пандоры это на самом деле та еще сочная тема. Вот этот вот Вечный Союз на всю строчку дает 12% максимального здоровья. Очень хороший такой предмет. Ну, не то чтобы лучший, но просто приятный предмет. Видите, там строчка подсветилась, и вот всех, кто находится в этом ряду, будет получать 12% здоровья больше. Но я сейчас пока закинул своего Кири, потому что мне нужно, ну, не в то, что в свою... Короче, мне просто закинул в Диану, потому что она нормально наваливает так с руки. Так, ладно, я Леону продал, она мне тяжело идет. Если честно, я не хочу особо терпеть. Так, не перчатка вообще надо, пояс нужен. Блин, ладно, я возьму перчатку. И вот так вот пояс засуну. Но надо уже отталкиваться от того, что мне приходит. Грань ночи сделаю. Грань ночи мне пригодится, потому что мне в будущем будет блицранг. Это будет мой керри, тоже еще один. То есть у меня будет там пару танков и, соответственно, будет керри, блицранг. Блицранг хороший керри, нормально наваливает. Так, неплохо, неплохо. Кстати, вот такая вот сборка появилась, странная на самом-то деле. Я вообще, ну, я попробовал на ней поиграть. Это реликты, Джинкс. Короче, синергия реликтов плюс Кири Джинкс. И там немножко, соответственно, синергии новые в виде... Ой-ой-ой. Ладно, я драгоценный лотос. Всем героям дать 25% шанса. Это прям сильно. Это очень сильно на самом-то деле. Очень сильная аугментация. Но там была еще одна аугментация, которая давала жезлы. Эти жезлы мне тоже очень хорошо подходили бы. Так, пока, если что, закинул искупителя, потому что он дает мне немножечко скорости атаки и немножко брони. Кому мне засунуть это? Наверное, тебе. Ну, пусть тебе будет. Ну, игра ночью тебе Ну, так, тебе закину. Мне просто особо некому сейчас это закидывать. Вот. 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 Так вот, по поводу вот этой сборки. Странная сборка, и я вообще удивлен, как некоторые люди доходят на ней в Ильей. И даже иногда занимают топ-1. Чтобы вы понимали, я сыграл 5 или 6 игр на такой сборке, и меня просто и в хвост, и в гриву шатали на этой сборке. То мне не приходит Джинкс, то мне не приходят реликты нормально, то еще что-то какое-то происходит. То просто типы ультра жесткие, что фиолку находят себе в 3 звезды. Ну, короче, я попробовал поиграть на этой сборке, мне вообще не получалось все реализовать. Я вот не знаю, кто на ней играет и как на ней вообще играть. Я пробовал, вроде это просто, типа, что там сложного? Там то собрал, там это собрал, там керри предметы засунул, там танк у тебя есть. Ну, короче. И тебе прикол в том, что раскол брони особо не нужен, потому что у тебя будет Атрокс и синергия новая через еще и Маукая сверху. Там еще ты и Киндреда сверху докинешь. Короче, не знаю, кто на ней как играет.
Ну, это жестко. Объективно жестко. Не понимаю. Меня выносят, типа играют. Может, кто совет даст в комментариях, как это работает. Ну, как это работает. Так, вот видите, мой суммон просто сдох, даже не успел меня бафнуть. Но у меня сейчас объективно керри нету. Типа у меня есть Зои, которые накидывают, но она накидывает со способности. Типа, по сути, клинок Гинсу и бесполезен. Я надеюсь, что мне довольно-таки рано выпадет керри. Адекватный керри, который будет просто сейчас брать и наваливать. Сейчас я делаю любые закрывашки. Одно здоровье, 2 чемпиона. Берем. Вот то, о чем я говорил. Я теряю сейчас одно здоровье, но получаю 2 легендарные фигуры. Так, что по предметам надо? А нет такого предмета, который бы мне нужен был. А нету. Ну, в принципе, можно пояс плюс перчатку сделать. Цепь вышибалы. Ну да, возьмем ее. В принципе, тоже неплохой предмет, потому что он дает убийственность, шанс крита. Так что, в принципе, неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Грейвс. Не сказать, что это слишком рано он мне пришел. Но это очень приятный герой. Можем, в принципе, Зою убрать нахрен. Ладно. Сейчас посмотрим. Пока что пусть оно будет так. Вот по поводу Грейвза. Грейвс вообще очень сильно легендарная фигура. Она мне очень нравится. Я ее прям раскусил. Я ее по-разному собираю, но мне нравится ее собирать через ближний бой, грубо говоря. То есть, когда нас 2 клеток начинает дамажить, очень сильно получается. Но я сейчас хочу немножко по-другому собрать. Через двойные, тройные удары, которые дают еще и минус броню. Там, ну, прикольно хочу попробовать сделать. Если получится, то будет круто. Если не получится, то скажу, что это хрень. Там прикольно получится, когда двойные и тройные удары, минус броню и минус сопротивление берешь. А ты шо, там такой развал начинается. Там просто этот Грейвс начинает творить лютую ахинею. Так, берем вот это вот. О, Фиора, кстати, выпала. Фиора, это, кстати, хорошо. Мы можем, в принципе, ее поставить, и она будет немножко мне хп регенить, но такое. Продам ее. Так, тебя заменим. Сейчас 9 беру, и тупо на 9 начинает жестко ролиться. По хпшке у меня все норм, поэтому я могу спокойно брать 9. Вот просто благодаря вот этой вот Леоне я до хрена хп сэкономил. Сейчас мы Грейвза прокачаем. Если бы он мне еще раньше пришел, то это было бы вообще имба. Так, а тут у чувака уже 7 пастухов, я тебя услышал. Неприятно. А, не, еще не 7. Ладно. Ладно. Навел кипишу зря. Было бы у него 7, я думаю, он бы меня снес. Но пока так. Пока хорошо. Пока живем. Хилимся, живем. О, ну это мне все не надо. Это, ну это возьмем. Так, вот двойной выстрел сюда. Кучу бабок тоже сюда. Клинок Гинсу сюда. И в Грейвза закинем. Я, наверное, знаете, вместо Векса пока сделаю себе именно Грейвза керри. Так, вот так, цепь вышибалы. Вот что мне делать теперь с этим красным усилением? Куда мне его запихивать? Без понятия. Реально без понятия. Ну ладно, мы сейчас будем усиливаться уже. Вот так сделаю. Чтобы 50 монет остаться. Сейчас посмотрим, как оно будет дальше. Ладно, пусть вот ему будет. Барду. Закину и все. Мне надо 4-го авангарда найти. Мне нужен блицранг и мне нужен Нину. Чинилу. Там у этого Чинину, короче, очень интересное имя. А вот, кстати, походу 7... А, он почти 6 из 7 у него. Он 7-го что-то найти, походу, не может. Ну и ничего страшного. Это значит, я поживу. Мне нужно Грейвза найти в 2 звезды минимум. Так вот, я сейчас хочу попробовать Грейвза сделать через дальний бой, не через ближний бой. Хотя мне через ближний бой намного больше нравится, потому что он там живучий, больше урона наносит, как по мне. Плюс еще и хилится сверху, если без предметов причем. То есть мне больше нравится, когда вот именно он не дальнего боя, а вот ближнего боя. Сейчас я хочу именно попробовать дальнего боя. Возможно, я неправильно сейчас буду его раскачивать, но в принципе, почему бы и не потестировать.
Есть время, значит можно потестировать. Правильно. Тройной выстрел, разрывающие пули. Дальность +1. Прикольно. Но я вот тройной выстрел возьму. Так, вот у меня Нилу и Виллулумб. Не знаю, как правильно прочитать. Так, Сона. Хорошо. Сона тоже классный. Каждый раз дает какую-то модификацию. Через 2 раунда. Хорошая, полезная легендарка. С каждым раундом дает какую-то модификацию. Это четко. На самом деле, сама синергия авангардов мне не особо нравится. Мне больше нравится синергия несокрушимых, потому что дают броню, сопротивление. Она как-то более приятно смотрится, чем нежели синергия авангардов. Ну как-то синергия авангардов, ну щиточек ты получаешь. Типа, ну... Мне не очень нравится. Может, я ее просто не вкусил как-то, да. Он просто что творит у меня. 12 тысяч урона Грейвс нанес. Мне, кстати, в комментариях таки не ответили. Каким образом тут рассчитывается урон нанесения по тебе? Я, кстати, из экономики выйду. Хочу собрать все-таки героев в 2 звезды. Так, все, 5 авангардов у меня. Мы в Блицранка закидываем вот так предметы. Векс. Векс! Ранний Векс в 2 звезды. Ничего себе так-то. Но мне нужно пока что так оставить, мне кажется. Мне кажется, так будет посильнее. Карму можно, в принципе, продать. Карма это тоже идет как закрывашка. Дает темную звезду, плюс, соответственно, еще и странников, которые дают убийственность. И небольшой щиток. Так вот, не знаю, я, может быть, авангардов как-то не вкусил. Ну, не нравятся они мне. Мне больше нравятся вот несокрушимые. Несокрушимые как-то пополезнее будут, нежели авангарды. Просто тут у меня закрываются, получаются, куча сборок еще. Помимо основной сборки, у меня закрываются еще и другие сборки. Там пастухи, проводники. Больно. Клинок смерти, каменный доспех. Ну, я, наверное, сейчас буду усиливать стенку. Так, да, вот это вот берем. Это просто бред какой-то. У меня нет слов. Ладно, вместо Мордеркайзера пока что поставим. Потому что Векс, мне кажется, будет посерьезнее. Можем, в принципе, Векса сейчас немножко закерить. Сейчас посмотрим, как оно будет. Так, оптимизация. В Грейвза закину, чтобы он свой выстрел делал жесткий. Сейчас будет посильнее, потому что у меня уже автоатаки дают минус броню и минус сопротивление. Сейчас будет пожестче. Так, уже чувака 7 пастухов, окей. Стеночка все еще слабая, конечно. Нормально. Нужен Грейвс 2 звезды. С Грейвсом 2 звезды будет вообще кайф. Кайф, кайф. Блин. Так рассчитывал, что это Грейвс, а это Бард. Ну ладно, тоже хорошо. Ну ты посмотри, что игра. Игра вот не хочет, чтобы я вот прям... Какая игра? Гадостная. Это на самом деле, вот эту сборку, которую я сейчас показываю, она сложная. Сложная в исполнении. Нужно четко понимать все, что ты делаешь. Четко знать свой стол. Потому что любое замешательство, любое непонимание и все, и GG. Стол не прощает ошибок, но если собирается грамотно, то там просто лютая торба начинается. Ну просто у типа как броня тает на глазах. Жестко. Это у меня еще, прикиньте, нету предметов на раскол брони. А что было бы, если бы у меня был предмет на раскол брони? Там бы они вообще, наверное, таяли на глазах. Да. Кстати, вот это вот... я Векса поставил сейчас в ту ячейку, потому что ты получаешь намного больше... Ой-ой-ой! Грейс в 2 звезды, Блицранг, Сона, идеально.
Еще бы Нилу вот этого собрать в 2 звезды, вообще было бы имбово по танку. Я поставил, короче, в ячейку вот это вот огненную, я сейчас поставил Векса, потому что Векс бьет магическим уроном, а, соответственно, эта ячейка дает чуть больше, ну, 15% магического урона, типа, вкусно, бонусом. Так, не то, вот, броню и сопротивление на 2 понижать каждый раз, это имба. Так, что тут? Смотрите, можно убийцу великанов взять. Либо же какого-то дракона усилить стенку. Но я думаю, все-таки взять убийцу великанов. Она будет профитнее. Стенка будет рассыпаться только в путь. Плюс, соответственно, клинок Гинсу один мы отдадим Вексу. Чтобы он разгонялся и тычки давал свои. Вообще, сборка строится через Векса. Но тут мне Грейвс пришел, и я так подумал, ну что бы не показать Грейвза? Моего любимого персонажика. Ну ладно, один из любимых персонажиков. Он просто посмотрите, как броня тает. Типа 10 брони оставалось. Жестко? Я думаю, да. При том всем это еще и Векс больше дамажит. То есть мои все герои больше дамажат. И его танки тупо не живут. Кайф? Кайф. Опа. Нуну и Виллумп. Точно. Нуну и Виллумп. Закинул красное усиление у Векса просто так. Оно особо ничего не дает, но оно дает убийственность плюс скорость атаки. Поэтому я закинул него. Блицранг как можно было бы, конечно, сейчас на первую линию поставить, чтобы повысить немножечко хп своим героям на первой линии. Но мне кажется, это будет ошибка. Моего Кирита там, точнее Блицранга там сожрут, наверное, в первой линии. Дракон через темную звезду, кстати, собирается. Не знаю, куда это вот самому запихивать, если честно, потому что его так и так сжирают. Если он хотя бы один разочек закастует, это плюс. Если 2, то вообще имба. Да, вообще не то. Вы просто посмотрите, как у Рамоса броня. Это жестко. Не, это очень жестко. Плюс еще Грейвс так часто стреляет с такими талантами. Вообще 8000 урона Векс нанес. Извините меня, без предметов, по сути. Так, это, конечно, окей. Вот скорость атаки. Ну, мне достаточно этой скорости атаки. Вот возьму вот это. Вот. Плюс 1 дальность, плюс 12 силы умений. Как по мне, это жестко. Так, вот, опыт получать, опыт. Сюда. Можем вообще 10 взять. А, не, наверное, 10 не получится взять. Сейчас я типа за 1 раунд вынесу. Да? Ну, по-моему, это конечная. Не, ну как же приятно наблюдать то, что у них броня так жестко тает. Причем всем, что не только броня тает, вот это, вот, она, у него, короче, автоатаки летят по конусу. То есть он еще и ближайшие цели задевает. Это очень сильно. Ай, хорошо. Не, ну, блин, хорошо пошло. Объективно хорошо пошло. Очень хорошо пошло. Опа. Платина 3. Кайфулечки. Не, ну так до изумруда дойду. Хотя если объективно говорить, если бы я играл на метовых сборках, которые сейчас в этом патче есть, то я бы, наверное, очень быстро бы дошел даже, наверное, до алмаза. Может, до мастера. Но на мете я не люблю играть, вы сами это прекрасно знаете, поэтому я хочу показывать интересные сборочки, чтобы повышать понимание ваше и мое одновременно. Правильно? Правильно. Я думаю, так намного интереснее. Но такая вот игра интересная получилась. Немножко не так получилось, как я хотел, но так даже получилось немножко лучше. И вот по поводу такого вот Грейвза через двойные и тройные атаки. В целом, смотрится неплохо, но мне все-таки нравится через ближний бой. Мне там кажется, он намного жестче, потому что он намного больше урона наносит, хилится сверху, еще и получает, ну, если собрать вот так, как я собираю, то он, получает кучу урона, кучу хпшки, соответственно, хп-регена, стычек и со способностей. Ну и, соответственно, когда добивает цель, у него там ускорение скорости атаки на пару тычек там. Ну, прям жестко получается. Плюс броню я люблю всем понижать. Поэтому броня и сопротивление прям четко понижение.
В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали, а также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!